Ну, кто и так пользуется ей, думаю, знают, понимают, доверяют. Вот, да, такой красноватый цвет. Ну, либо я плохо перемешал, либо он так и должно быть. В общем, всем привет, меня зовут Данил, это Цель Покраса, и сегодня я вам покажу, что мне приехало. Это новая красочка, сделаем обзор, я скажу первое впечатление, и в последующем сниму, наверное, еще один ролик с окончательным вердиктом красочки, которую я сегодня заказал. Буду тестить ее действительно в первый раз, всю жизнь красил только красками от Цитадели. Поэтому предлагаю вместе со мной окунуться в этот неизвестный для меня мир. Для некоторых он может быть известен, но лично я буду пробовать эти краски впервые. И думаю, это будет интересно услышать как вам, так и мне. Для меня новый прикольный опыт. Может, узнаете какие-то новые бренды красок для себя новые. В общем, приятного просмотра. Так, ну что ж, приступаем к вскрытию коробочки. Я ее заклеил еще раз после того, как я ее уже открыл, для того, чтобы процесс открывания был вам тоже интересен. Многие знают данную краску и пользуются ей, она достаточно популярная, но бренды, про которые я вам сегодня расскажу. Но многие не знают, либо сомневаются так же, как и я сомневался, потому что очень противоречивые мнения касаемо краски. Многие думают, что те или иные бренды там плохие, хорошие. И трудно складывать свое мнение по мнению других. Поэтому я предпочитаю попробовать. Пусть даже это будут какие-то, наверное, потраченные деньги, да, если краска кажется плохой, ну в чем я сомневаюсь. Но лучше я узнаю сам, чем буду слушать. Потому что я спрашивал многих насчет мнения по Валеджу, мнения по Пацифику, и все очень противоречиво. Кто-то говорит, что красочка зашибенная, кто-то говорит, она того не стоит, и лучше использовать там Цитадель, кто-то говорит, лучше красить только Валеджо. Так, ну же. Поэтому предлагаю сегодня вместе нам узнать, каково же это. Достаем. И вот, тут всего 10 цветов я взял на пробу, потому что никогда не красил этими красками. Взял цвета, которые мне тяжелее всего намешать. Давайте откроем. Запаковано, конечно, хорошо. Вот, мне кажется, взял самые интересные цвета. Возможно, не самые интересные из всей линейки, но все же. Так, одной рукой делать неудобно, сейчас я подключусь заново. Так, я одолел пленку, продолжаем. В общем, вот такие вот красочки у нас. Давайте посмотрим. Это черный от Валеджо, белый от Pacific, белый от Валеджо, Game Color, серенький от Pacific, такой розоватый, розовато-фиолетовый от Pacific. Это телесный, по-моему, цвет. Да, такой интересный цвет от Валеджо. Цвет такой песчаненький от Пацифика. И еще 3 красочки от Валеджо, таких достаточно ярких, таких красивеньких. Такой вот голубенький от даже Валеджо. Ярко-оранжевый. Такой даже розоватый. Вот, и такой бирюзовый, такой нежный мятный цвет. Вот. Всего 10 цветов. 10 цветов взял на пробу. Вообще хотел вот брать только Валеджо, но так получилось, что еще решил
попробовать Пацифик. Первое, что это достаточно большие баночки. Я вообще не ожидал, что они будут такими, ну, достаточно большие. Вот для сравнения с цитаделевской баночкой это как-то так. Ну, как бы на лицо понятно, но здесь, по-моему, даже больше миллилитров, поэтому в целом ничего удивительного нету. Вот, баночки выполнены красиво, мне очень нравится, вообще шикарно. Также вот Game Color тоже отсюда выделяется, такая тоже симпатичная. Вот, ну, Pacific тоже не отстает. Во-первых, это там внутри что-то есть для лучшей перемешки, там что-то, какой-то шарик, да? Вот, и еще прикольно, что здесь цвет есть сверху. Ну, то есть прям явно видно оттенок, чего нет у Voyager. Достаточно интересная такая штучка. Вот, ну, предлагаю попробовать на палитре. Ни разу не использовал эти цвета, и думаю, это будет достаточно интересный опыт. Краски еще не открывал, только открывал посылку, да, чтобы проверить, все ли на месте. Предлагаю взять какие-нибудь яркие цвета, например, вот этот вот и вот этот вот. И ну, давайте еще этот возьмем на пробу. И эти пока отложим и попробуем капнуть на палитру. Здесь есть немного свободного места. Так, сейчас попробуем. Первый раз в таком деле. Так, откручиваю. Так, я не потряс баночку. Ошибка новичков. Ну вот в Voyager нет ничего внутри, как вы можете слышать, там 0. Вот то же самое, что и в цитадельских в целом ничего нет. Но зато она не будет сохнуть так много. Так, стряхнули баночку. И можно попробовать. Чуть-чуть совсем бахаем. Ого. Ой, такая жиденькая. Или я плохо перемешал. Что вероятно, потому что как-то два цвета в одной, вот если вам видно, там что-то какие-то вкрапления красного. Сейчас я... Так, вроде потряс получше. Давайте еще раз попробуем. Ну, цвет, конечно, шикарный. Красивый. Так. Какие-то пузыри. Так. Вот, да, такой красноватый цвет. Ну, либо я плохо перемешал, либо оно так и должно быть. В общем, но выглядит, конечно, красиво, да. Но я думаю, что надо перемешать кисточкой. Это дело в том, что кисточки нет. Ну да, второй раз какие-то пятнышко такое по... Что ли, больше красного, там, поярче. Вот. Просто плохо перемешал, но одной рукой трясти не вариант. Ну, я в любом случае еще потестирую данную красочку и дам вам знать в последующих видосах, как мое мнение о Voyager. Так, и попробуем Pacific. Тоже такую яркую. Сейчас капну рядышком, потрясу, как можете слышать. Там внутри что-то есть. Вот. Сейчас. Как следует сболтнем его, чтобы не было то же самое, что сейчас было с Voyager. Хорошо потрясем. Так. Землетрясение. И думаю, можно пробовать. Так, здесь уже как-то поплотнее закрутка. Так, ага, здесь у нас носик такой побольше. И вот прям, знаете, капнуть. Вот так вот. Такая красивая, такой насыщенный розовый. Давайте покажу поближе. Такой красивый, насыщенный, такой розовато-фиолетовый. Такой гламурный цвет. Красиво, красиво.
Вот. Ну, я в основном брал белый, потому что у меня с белым вообще такая беда. Сейчас я вам покажу, что у меня с белым. Так, сейчас, пару секунд. Я достану все свои белые краски, чтобы вы увидели для сравнения. Давайте, где? Вот. Вот. Так, показываю. И зачем я купил так много белого? Ну, в целом, вот. В общем, тест пройден. Опять же, еще лучше потещу, еще прям кисточкой перемешиваю ее, добавлю немножко водички, и в целом, думаю, проблем не должно возникнуть. Вот. Сейчас я покажу беда, которая меня приучилась с белым. И почему я не люблю белые цвета от Цитадели. В общем, вот, и на замену я купил такую вот красоту. И взял еще попробовать Пацифик. Вот, в общем, вот этот новый, совсем новый, опять же потрясу. Ну, тут тряси, не тряси, особо ничего не изменится, потому что, так, ну уже, так, открыл весь в краске. Ну, потому что одной рукой не очень удобно. Так, ну и смотрим. Давайте на свет покажу. В общем, это просто каша. Это не белый цвет, который вообще наносится на миниатюру. Там есть остатки белого, но его совсем чуть-чуть, вот, видите, немножко вот ламия медиум, совсем чуть-чуть. Вот. Поэтому прошло всего ничего, вот буквально пару месяцев, месяца 2-3, может, первый месяц и была нормальная красочка, но сейчас с ней стало что-то непонятное, какая-то каша. Вот. Ну и в целом я плохо, конечно, замешал, это факт. Но тут ее мешай, не мешай, и тут как бы каша, которая не поддается никакому наносу на миниатюру, скажем так, да. Вот, в общем, вот этот беленький меня разочаровал, да. И ладно, если бы был только он плохим. Был он плохим, а, например, другой белый был бы хороший. Ну, с ним то же самое, вот как мы можем видеть, он выглядит. Ну, я даже открывать не буду, хотя давайте откроем. Так, давненько его уже не открывал. Вот, но здесь вот то же самое, я сюда добавил водички, но лучше от этого он не стал. Но я просто по своей неопытности, вот, думал, может поможет, но не помогло. Поэтому сюда добавлять воды я не буду. Вот, потому что здесь уже попробовал, не получилось, не помогло. Не помогло. В общем, я хочу как минимум того, чтобы вот эти вот два белых показали себя лучше. Показали себя лучше, чем белые от Цитадели. Даже как-то пожелтело со временем, вот даже видно. Это достаточно старая баночка, это новая. Но текстура у них одинаковая. Честно, не знаю, с чем это связано. На холоде не держал, хранятся в отличных условиях. В общем, не знаю, что с ними случилось. Кто знает, можете написать в комментариях. Конечно, может, имеет смысл их разбавить, но разбавители я купить не могу. Как не захожу на сайт, не захожу в магазины, нигде его нет. Ни Ламия Медиум, ни от Валеджио разбавитель. От Пацифика вроде видел, но опять же, я не еще на данный момент я не особо уверен в этом бренде, кстати, вот даже первый раз просто их продукцию брал и не пробовал ни растворитель, ничего. Ну вот попользуюсь красочкой и сделаю вам вывод. Ну, кто и так пользуется, я думаю, знают, понимают, доверяют. Но я вот остерегался, просто взял их на пробу, потому что цена у них, конечно, сладкая, просто красота, 60 рублей по сравнению с вот этой вот за 190 или, ну, в районе 200. Вот эти две стоят в районе 200, где-то 190, 110. Вот. Вот эти вообще стоят 60. Потому что изготовляются в России. Ну, опять же, попробую, выскажу вам свое мнение. Будет достаточно интересно. Потому что мне самому это очень интересно, потому что я слышал столько отзывов.
То есть я буквально опросил там 10 человек, и 5 из них сказали, что это полный отстой, то есть эта краска очень плохая, лучше пользоваться вот той же самой Валеджио или Цитаделевской, да. А некоторые мне прям сказали, это лучшая краска, что я пробовал, лучше нее, то есть вообще ничего нет. Ну что ж, посмотрим, будем делать свои выводы, да, не обращаем внимания на общественное мнение и принимаем решения на основе своего мнения. И узнаем, была ли это ошибка при покупке, либо же это было открытие для меня нового бренда, дешевого и качественного. Пишите в комментариях, что думаете, какую краску используете, можете что-то подсказать по данным красочкам. Может, вы пользуетесь красками Валеджио, или, может, знаете, как починить мою белую краску. Может быть, вы используете краску Pacific. Напишите в комментариях, мне действительно интересно. Можем с вами там пообсуждать красочку. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на мой инстаграм. Всем пока-пока. Эйпс, это я из следующего дня. Я уже немного поиспользовал эту красочку и понял свою ошибку. Надо посильнее ее трясти. И тем более она мне ехала, и я первый раз ее открывал, слабо потряс, и из-за этого был неравномерный пигмент. Сильнее тряси, и не будет проблем.